Глава 2346. Человек в маске. Этот ковчег действительно немного бросается в глаза. Я заберу его, как только мы войдем на территорию секты Кровавой Кости. Как только мы прибудем в город Кровавого Ворона, ты сможешь отправиться на поиски зацепок о своем истинном теле самостоятельно. Я дам вам 2 кукол стадии интеграции тела, чтобы сопровождать вас, так что вы будете в порядке, пока не столкнетесь с какими-либо существами стадии Великого Вознесения, сказал Ханли. Намек на восторг промелькнул в глазах Кровавой Души, когда она услышала это. «Спасибо, сеньор, я сделаю все, что в моих силах». «Нет никакой необходимости благодарить меня за что-то столь незначительное», сказал Ханли, пренебрежительно махнув рукой. Более месяца спустя Ханли и остальные наконец прибыли на территорию, находящуюся под контролем секты Кровавой Кости. Таким образом, священный ковчег чернильного духа был изъят и заменен неприметной черной летающей каретой, которую тянули несколько марионеток летающего волка. Следующая часть путешествия прошла довольно гладко, и еще через 2 месяца группа Ханли прибыла в гигантский багровый город. Строительство города было очень интересно тем, что по обе стороны от него было голубое озеро, а участок городской стены, где располагались городские ворота, значительно выступал, образуя нечто вроде независимого маленького городка. На вершине городской стены стояла группа охранников в малиновых доспехах, которые рассеянно патрулировали взад и вперед. За городскими воротами выстроилась группа чужеземных существ, и только после того, как они заплатили стражникам у ворот несколько духовных камней, им был предоставлен доступ. Город Кровавого Журавля считается крупным городом секты Кровавой Кости, и город производит несколько видов специальных продуктов, которые полезны для культиваторов среднего и высокого класса. Таким образом, в городе постоянно находится элитная сила из секты Кровавой Кости, а также великий старейшина стадии Великого Вознесения, так что никто не осмеливается причинять здесь какие-либо неприятности, и это очень упорядоченный город. Однако здесь все также намного дороже, чем в других городах, и если кто-то хочет навсегда поселиться здесь, он должен выдать сумму камней духа, представила Кровавая Душа. По пути сюда мы встретили несколько учеников секты Кровавой Кости. Оставляя в стороне свои основы культивирования, все они имеют тип зловещей ауры, исходящей от их тел, указывающий на то, что они действительно используют чрезвычайно грозное искусство культивирования. Неудивительно, что секта Кровавой Кости является одной из главных сект Кровавого на континенте Кровавого Неба и способна построить такой огромный город. Кроме того, этот город расположен прямо между несколькими горными хребтами, так что его, должно быть, часто посещают многие посторонние, проходящие через этот район, анализировал Ханли, быстро изучая местность вблизи города Кровавого Журавля своим духовным чувством. Действительно, старший. Если предположить, что все не слишком изменилось по сравнению с тем, когда я был здесь в последний раз, то большая часть населения города состоит из иностранных земледельцев. Однако большинство крупных предприятий в городе принадлежат секте Кровавой Кости, а другие предприятия в городе также поддерживаются другими крупными державами. Есть также несколько странных личностей, которые прячутся в городе круглый год, ответила Кровавая Душа. Похоже, это очень сложное место. Неужели секта Кровавой Кости не заботится об этих таинственных личностях? Спросил Ханли. Город Кровавого Ворона считается одним из самых либеральных крупных городов на континенте Кровавого Неба. Если кто-то не начнет драку в городе или не сделает что-то, чтобы повлиять на других, то секта Кровавой Кости не будет делать ничего, кроме как брать некоторые камни духа в определенное время. Возможно, именно из-за этого город всегда процветал. Кроме того, в городе есть несколько больших арен, и те, кто хочет уладить свои разногласия, могут сделать это, участвуя в битве за превосходство или даже сражениях смерти на этих аренах, ответила Кровавая Душа. Понятно, думаю, у меня есть общее представление о том, что это за город. Ты собираешься войти в город со мной, товарищ Даос? Спросил Ханли. Я не пойду туда, старший. Судя по отметине, оставленной моим истинным телом, она, похоже, вошла в горный хребет Мириад Лун, соседствующий с городом, поэтому я планирую отправиться туда, чтобы найти другие зацепки, ответила Кровавая Душа, слегка поклонившись. В таком случае вы можете идти сами. Рядом с городом есть 2 древних алтаря, так что я всегда буду рядом. Возьмите этот передающий талисман с собой и свяжитесь со мной, если обнаружите что-то или столкнетесь с какой-либо проблемой. Говоря это, Ханли перевернул руку, чтобы вызвать золотой талисман, прежде чем бросить его в Кровавую Душу. «Спасибо, старший, теперь я чувствую себя гораздо увереннее с этим талисманом в моем распоряжении», поспешно ответила Кровавая Душа с благодарностью, поймав талисман. Затем она протянула прощальный поклон Ханли, прежде чем уйти, как полоска света. Только после того, как Кровавая Душа полностью исчезла вдали, Ханли пришпорил летающую карету и полетел прямо к гигантскому городу. За городом уже выстроились 7 или 8 чужаков. Стражники задали им несколько простых вопросов, например, откуда они пришли и как долго собираются оставаться в городе Кровавого Журавля.
Все иноземные существа давали ответы на эти вопросы, но были ли они честны или нет, это было то, что знали только небеса. Стражникам за городскими воротами все равно было на это наплевать, и они сделали несколько записей этой информации, прежде чем раздать каждому металлический значок и предоставить им доступ. Как только настала очередь Ханьли, патриарх Хуаши шагнул вперед, прежде чем выпустить часть своей ауры стадии интеграции тела, а затем бросил духовный камень среднего класса в сторону охранников, сказав: «3 человека, оставьте сдачу». Среди дюжины или около того стражников перед городскими воротами самый сильный был только у зарождающейся души, и все они были вынуждены отступить на несколько шагов перед лицом грозной ауры патриарха Хуаши, когда ошеломленные взгляды появились на их лицах. Предводитель стражников принял камень духа среднего класса, прежде чем немедленно вручить 3 значка троицы Ханьли, не осмеливаясь задавать никаких вопросов. Таким образом, трио Ханьли беззаботно пробиралось в город. С такой мощной аурой это должно было быть старшей стадией интеграции тела. Как странно, только за этот месяц в наш город прибыло более 30 существ в стадии интеграции тел, сказал предводитель стражников, вытирая холодный пот со лба после того, как трио Ханьли исчезло вдали. Это действительно очень странно. Кроме того, ни одно из этих существ в стадии интеграции тела не покидает город. Может быть, что-то должно произойти? Предположил другой охранник. Возможно. Ребята, вам не кажется, что за последний месяц среди нашего начальства появилось много новых лиц? Все они чрезвычайно высокомерны, и они кажутся важными фигурами. Я не думаю, что они являются учениками внутренней секты, пробормотал другой охранник. На лице начальника стражи появилось суровое выражение, и он проворчал: «Хорошо, давайте закончим эту дискуссию здесь». Независимо от того, что происходит в городе, это не имеет никакого отношения к таким ученикам внешней секты, как мы, все, о чем нам нужно беспокоиться, это присматривать за этими городскими воротами. Ты забыл правила нашей секты? Остальные стражники тут же вздрогнули при упоминании правил секты и тут же замолчали, не осмеливаясь дальше обсуждать эту тему. В этот момент Хань Ли и остальные уже пробрались в выступающую часть городской стены за городскими воротами. Кроме ряда длинных улиц, вдоль которых стояли грубые ларьки, в этом районе не было никаких других зданий. Многие из тех, кто только что въехал в город, задержались перед прилавками, рассматривая продаваемые товары или обмениваясь ими с владельцами прилавков. Хань Ли обвел своим духовным чутьем прилавки и обнаружил, что, хотя продаваемые товары были довольно разнообразны или многочисленны, все они были низкого калибра и были бесполезны для таких существ, как он и патриарх Хуаши. Таким образом, они, естественно, не собирались задерживаться здесь и быстро покинули этот район, после чего прибыли на огромную площадь площадью более 10 тысяч акров. Множество официальных магазинов разных размеров были разбросаны по всей площади, и, судя по вывескам, висящим снаружи магазинов, было ясно, что здесь можно купить все, включая материалы, духов зверей и разные сокровища. Глаза патриарха Хуаши и Джу Гаэр загорелись в унисон, увидев это. «Ты можешь свободно бродить по городу в течение следующих нескольких дней, но возвращайся сюда через 3 дня, чтобы снова встретиться со мной», проинструктировал Хань Ли со слабой улыбкой. За последние полгода они не заходили ни в какие другие города, так как были заняты путешествиями и поисками древних алтарей. Они были на другом континенте, поэтому магазины здесь определенно продавали редкие материалы, ингредиенты и сокровища, которые обычно не были доступны на континенте Тянь-Юань. Таким образом, необходимо было дать им некоторое время, чтобы купить то, что они хотели. «Да, господин Хань». «Спасибо, старший Хань». Патриарх Хуаши и Чжу Гаэр были в восторге, услышав это, и они почтительно поклонились Ханьли, прежде чем поспешить к магазинам вокруг площади. 3 дней им не хватило бы, чтобы посетить все магазины, но этого хватило бы для осмотра большинства из них. Именно в этот момент Ханьли внезапно, казалось, что-то почувствовал, и он рефлекторно поднял голову, чтобы посмотреть в небо. Ночь вот-вот должна была опуститься на город, и сквозь невидимые ограничения он смог увидеть несколько темных полумесяцев в небе, в то время как ярко-красный цвет начинал появляться в ближайшем пространстве. Пройдет совсем немного времени, и багровая ночь опустится на все небо. По какой-то причине континент кровавого неба днем ничем не отличался от 2 других континентов, но ночью он приобретал странный малиновый цвет, и это было источником названия континента. Однако Хань Ли не смотрел на луны, которые уже начали приобретать красный оттенок. Вместо этого он смотрел на определенное место над площадью, и через несколько мгновений он снова опустил голову в невыразительной манере, прежде чем направиться к улице, которая была соединена с площадью. На пятачке пространства, который только что оценивал Ханьли, был полностью скрытый человек в маске, и его брови сильно нахмурились, когда он пробормотал себе под нос: «Это великое существо стадии Вознесения тоже заметило меня». Кто он? Я никогда раньше не видел этого лица. Глава 2347. Даис Цин Пин и госпожа Ван Хуа.
Независимо от того, кто он, теперь, когда появилось великое существо стадии Вознесения, похоже, что мы больше не сможем скрывать это. Мы можем также распространить слово и завербовать их помощь, чтобы сделать азартную игру. Конечно, это было бы лучше, чем упустить такую возможность и остаться ни с чем. Приняв решение, человек в маске взмахнул рукавом в воздухе и мгновенно исчез на месте. В этот момент Хань Ли шел по улице, посетив несколько больших магазинов, чтобы пополнить свои запасы. После этого он отправился в небольшую уединенную гостиницу и снял небольшой отдельный дворик, где остановился и начал медитировать. 3 дня спустя Хань Ли вернулся на площадь, где его уже ждали патриарх Хуаши и Чжу Гаэр, и все трое вместе вернулись в гостиницу. Затем Хань Ли сообщил им обоим, что он внезапно совершил прорыв в секретной технике, поэтому ему придется на некоторое время уединиться и отложить поиски древнего алтаря на время. Он также велел им обоим оставаться во дворе и заниматься земледелием, а также не выходить на улицу без крайней необходимости. Патриарх Хуаши и Чжу Гаэр, естественно, приняли это соглашение. Таким образом, в течение следующего месяца или около того они втроем возделывали землю во дворе, не выходя ни разу. В этот день Хань Ли был в процессе медитации, когда внезапно открыл глаза, по-видимому, почувствовав что-то. Затем выражение его лица слегка потемнело, когда золотой свет вырвался из его тела, и он вылетел из комнаты, как полоса золотого света. Почти в тот же самый момент раздался оглушительный грохот, и над гостиницей взорвался огромный огненный шар, похожий на палящее солнце. Мощные ударные волны хлынули во все стороны, опрокидывая все окружающие здания, и большинство людей рядом с местом взрыва мгновенно взорвались облаками кровавого тумана, в то время как только меньшинство существ с продвинутыми базами культивации смогли выбежать из пострадавшего района, прежде чем посмотреть вверх с встревоженными выражениями. Патриарх Хуаши и Чжу Гаэр, естественно, принадлежали к последней группе. Из-за ограничений полета никто не мог подняться в воздух, но они все еще могли ясно видеть все снизу. На месте взрыва были 2 гуманоидные фигуры, обращенные друг к другу издалека и парящие в воздухе. Один из них был молодым человеком в даосском одеянии, а другой морщинистой старухой с копной седых волос, и оба они испускали удивительные ауры. Было ясно, что именно они ответственны за взрыв. Это должно быть существа великой стадии Вознесения. Даже существа стадии интеграции тела не могут подняться слишком высоко в воздух с сильными ограничениями полета, действующими в этом городе, немедленно воскликнул кто-то. Некоторые из людей, переживших взрыв, смотрели вверх с яростными выражениями лиц, но все они резко вздохнули, услышав это, прежде чем быстро рассеяться и убежать вдаль. Это было столкновение между 2 великими существами стадии Вознесения. Остаться здесь было бы ничем иным, как самоубийством. Что же касается поиска объяснений или компенсации, то об этом они даже не осмеливались думать. Того факта, что внезапно появились 2 великих существа стадии Вознесения, было достаточно, чтобы потрясти весь город. Патриарх Хуаши и Чжу Гаэр были немного озадачены, так как нигде не видели Хань Ли, но они не были обеспокоены и спокойно стояли на месте. Как раз в этот момент наверху раздался холодный мужской голос. «Как ты посмел напасть на этот город таким наглым образом? Неужели ты не уважаешь секту кровавых костей?» Вспыхнули слабые пространственные колебания, и между молодым человеком и пожилой женщиной внезапно вспыхнула вспышка белого света, после чего появился человек в белой маске. На маске было выгравировано несколько серебряных узоров духа, и она скрывала все лицо мужчины, кроме пары черных глаз. «Наконец-то ты вышел, Сяомин. Вот что ты получаешь за то, что избегаешь нас. Если бы ты продолжал прятаться от нас, я бы уничтожила весь этот город». Холодно хмыкнула пожилая женщина. «Пожалуйста, простите нас, товарищ Дао Ся, госпожа Ван Хуа и я прибегли к этому только потому, что у нас не было выбора. Хорошо, что мы намеренно ограничили масштабы взрыва, чтобы вашему городу не был причинен большой ущерб», извиняющимся тоном сказал молодой даосский священник, создавая резкий контраст с холодным поведением пожилой женщины. Не было причинено большого ущерба. В этом районе жило около 1000 человек, но менее 100 сумели спастись. Самое главное, за те несколько столетий, что я был лордом этого города, никто не осмеливался сделать что-то подобное. Я не собираюсь пускать все на самотек, пока вы не дадите мне удовлетворительного объяснения. Холодно ответил человек в маске. Какого объяснения вы хотите? Ну и что, если несколько сотен низших существ умрут? В этом нет ничего особенного. Ты пытаешься бросить мне вызов? Спросила пожилая женщина, и в ее глазах вспыхнул опасный блеск. Услышав это, молодой даосский жрец слегка нахмурил брови, но в конце концов ничего не сказал. «Я знаю, почему вы двое пришли, чтобы найти меня, но если вы хотите обсудить этот вопрос, вам и госпоже Ван Хуа придется выдержать 3 нападения от меня на арене. Независимо от исхода, я буду готов оставить все как есть», — сказал человек в маске. Дефис 3 нападения. Нет проблем.
Я могу взять 30, даже 300, если хочешь, захохотала пожилая женщина. Хорошо, теперь я смогу дать объяснение всем в городе. Кстати, есть кое-что, о чем я забыл упомянуть. Вы двое не первые даосы Великой стадии Вознесения, прибывшие в мой город Кровавого Журавля, сказал человек в маске. И пожилая женщина, и молодой даосский жрец были весьма удивлены, услышав это, и последний спросил: «Кто-то прибыл сюда раньше нас? Кто из собратьев даосов сумел так быстро пронюхать об этом?» Вместо ответа человек в маске повернулся в определенном направлении и сказал: «Ты уже довольно долго наблюдаешь, товарищ даос. Почему бы тебе не выйти и не встретить нас?» «Ой, я не думал, что ты сможешь увидеть меня насквозь. В таком случае, думаю, мне придется показать себя». Внезапно с той стороны раздался мужской голос, после чего Хань Ли появился среди вспышки лазурного света с намеком на улыбку на лице. «Значит, это действительно ты. Не удивляйтесь, что я смог увидеть сквозь вашу технику сокрытия. Большинство ограничений в этом городе были установлены мной, так что любой другой, высвобождающий способности такого рода, также не смог бы избежать моего обнаружения», — сказал Сяомин с улыбкой. «Значит, ты мастер формации. Неудивительно, что ты смог видеть меня насквозь. Могу я спросить, почему вы решили вызвать меня?» — спросил Хань Ли. «Должен сказать, я искренне восхищаюсь твоей силой воли, товарищ Даос. Вы явно уже знаете, что эта штука вот-вот откроется, но вместо того, чтобы искать меня после прибытия в город Кровавого Журавля, вы вообще не сделали никаких попыток приблизиться ко мне. Если бы товарищ Даист Цин Пин и товарищ Даист Ван Хуа не прибыли, вы, скорее всего, продолжали бы ждать. Я также не думал, что эти двое решат нанести удар на улице, где ты живешь. Жизнь действительно полна совпадений», — усмехнулся Сяомин. Даосский священник обменялся взглядом с пожилой женщиной, прежде чем первая сказала с улыбкой: «Товарищ Даос Ван Хуа и я не знали, что на этой улице живет такой же даос из той же базы культивирования, что и мы. Мы бегло осмотрели местность своим духовным чутьем и решили нанести удар, так как плотность населения в этом районе была довольно низкой. Тем не менее, это очень впечатляет, что вы смогли скрыть свою базу культивирования так убедительно, что вам даже удалось обмануть нас обоих. Не припомню, чтобы я когда-нибудь видел вас раньше. Могу я узнать ваше имя, товарищ Даос?» «Моя фамилия Хань, и неудивительно, что вы не видели меня раньше, я не с континента Кровавого Неба. Я просто случайно проезжаю через это место, и у меня нет никакого интереса вмешиваться в то, что вы планируете. Однако, если бы я не действовал быстро, я бы тоже попал в тот взрыв, так что я считаю, что вы оба также должны мне объяснить», — ответил Хань Ли с холодным выражением лица. Услышав это, Сяомин слегка запнулся, а затем повернулся к дуэту даосов Цин Пин с веселым выражением в глазах. Даос Цин Пин слегка нахмурил брови, оценивая Хань Ли, как будто пытался понять, говорит ли Хань Ли правду. Затем его улыбка исчезла, и он ответил: «Значит, ты тоже даос с другого континента». Мы действительно были немного опрометчивы в своих предыдущих действиях, но какого рода объяснения вы хотите от нас? Вы хотите, чтобы мы тоже столкнулись с 3 нападениями с вашей стороны? «Нет необходимости в 3 атаках, вы двое можете принять по одной атаке от меня каждый», — ответил Хань Ли бесстрастно. Пожилая женщина, казалось, была очень вспыльчива, и она сразу же вспыхнула от ярости, услышав это. «Конечно, по одной атаке на каждого. Позвольте мне посмотреть, что дает вам уверенность быть таким высокомерным». Кривая улыбка появилась на лице даоса Цинпина, и он спросил: «Вы действительно просто проезжаете через этот город и не преследуете то же самое, что и мы?» «Я даже не знаю, о чем вы говорите. Как я могу заниматься этим?» «Будьте уверены, товарищи даосы, у меня есть и другие важные дела. До тех пор, пока ты не встанешь у меня на пути, я тоже не буду представлять для тебя никакой помехи», — спокойно сказал Хань Ли. Даос Цин Пин был в восторге, услышав это, и выражение лица госпожи Ван Хуа тоже немного смягчилось. Что касается Сяомина, то выражение его лица оставалось спокойным, когда он сказал: «Независимо от того, какова ваша цель, как городской лорд, я должен приветствовать вас в нашем городе. Надеюсь, вы все окажете мне честь и нанесете визит в мою пещерную обитель, как только мы закончим наши спарринги на арене». Глава 2348. Девятиглазая кровавая жаба. «Мы вдвоем пришли навестить тебя, поэтому планировали остаться в твоей пещерной обители на несколько дней, даже если бы ты не предложил», — с улыбкой ответила даосистка Цин Пин. Хань Ли тоже кивнул в знак согласия после недолгого раздумья. Сяомин был очень рад услышать это, и он оглядел городскую стражу, которая уже начала собираться со всех сторон, а затем сказал: «Хорошо, тогда решено, давайте сначала пойдем на ближайшую арену. Я попрошу учеников нашей секты позаботиться обо всем остальном здесь». Даос Цин Пин и госпожа Вань Хуа, естественно, не возражали против этого, и Хань Ли последовал за ними в определенную часть города, коротко переговорив с патриархом Хуаши и Джу Гаэр по голосовой связи.
Жу Гаэр и патриарх Хуаши обменялись взглядами, прежде чем молча уйти, быстро исчезнув на соседней улице. Примерно через час Ся Амин и госпожа Ваньхуа стояли друг против друга в воздухе в белом световом барьере, который был расположен в массивном кольцевом здании. Тем временем Хань Ли и Даосис Цин Пин спокойно наблюдали за происходящим со зрительских трибун за световым барьером. Мгновение спустя Ся Амин объявил, что он развязывает свою первую атаку, после чего открыл рот, чтобы выпустить полосу малинового света, которая мгновенно превратилась в массивный белый костяной клинок. В переднюю часть лезвия было вделано несколько серебряных колец, и они непрерывно звенели, покачиваясь на ветру. Ся Амин схватил клинок, прежде чем яростно взмахнуть им в воздухе, швырнув его прямо в своего противника. Как только костяной клинок покинул его хватку, на его поверхности появились бесчисленные алые руны. Он покрыл расстояние в несколько тысяч футов в мгновение К, достигнув госпожи Ванхуа в мгновение К. И это все, что у тебя есть? Госпожа Ваньхуа холодно хмыкнула, демонстрируя свое презрение, но не осмелилась позволить себе никакого самодовольства и молниеносно взмахнула рукой вверх. Старомодная на вид черная деревянная заколка для волос была вытащена из воздуха, прежде чем быть разрезанной к костяному лезвию издалека. Раздался ясный звенящий звук, и из заостренного кончика шпильки вырвалась вспышка черного пламени, затем обвелась вокруг костяного лезвия, прежде чем испустить ослепительный свет. Черное пламя лишь несколько раз собернулось вокруг костяного клинка, прежде чем последний был вынужден остановиться, а затем начал постепенно таять. Ся Амин совсем не удивился, увидев это, и заявил: «Это моя вторая атака». Затем он указал пальцем на костяное лезвие, почти половина которого уже расплавилась, и серебряные кольца, встроенные в его поверхность, слегка вздрогнули, прежде чем вылететь из черного пламени, будучи совершенно незатронутыми. В следующее мгновение серебряные кольца исчезли на месте, и выражение лица госпожи Ванхуа внезапно резко изменилось, когда она повернулась, прежде чем подняться в воздух в виде полосы лазурного света. Пространственные колебания вырвались из того места, где она стояла раньше, и несколько серебряных колец света появились, прежде чем сжаться к центру. Однако они, естественно, упустили свою цель из-за упреждающих мер, принятых госпожой Ванхуа. Ся Амин остался невозмутимым, продолжая петь заклинание, постоянно указывая на кольца света. Бесчисленные дуги серебряных молний вырвались из гладких поверхностей колец среди грохочущего грохота, а затем устремились прямо к госпоже Ванхуа. Лицо госпожи Ванхуа слегка потемнело, когда она увидела это, и она несколько раз подряд опустила свою деревянную шпильку вниз, выпуская новые вспышки черного пламени. Однако черное пламя не могло ничего сделать, кроме как слегка замедлить световые кольца. Госпожа Ваньхуа вспыхивала в воздухе снова и снова, но кольца света также были способны к мгновенной телепортации и преследовали ее по горячим следам. После того, как она уклонилась еще несколько раз, на лице госпожи Ванхуа наконец появилось нетерпеливое выражение. «Ты действительно думаешь, что эти кольца могут подавить мое дьявольское пламя? Позволь мне показать тебе истинную силу моей кости, разъедающей дьявольское пламя». Как только ее голос затих, она швырнула свою деревянную шпильку в воздух, прежде чем выбросить шар энергии на нее изо рта. В то же самое время гигантская проекция черного льва высотой более 100 футов появилась позади нее среди вспышки черного света. Тело льва было покрыто жгучим черным пламенем, и от него исходила удивительная аура. Именно в этот момент деревянная заколка внезапно превратилась в короткий черный меч. Меч был всего около полуметра в длину, но он испускал невероятное тепло, которое угрожало поджечь даже соседнее пространство. Воспользовавшись этой возможностью, кольца света снова появились над госпожой Ванхуа, прежде чем снова злобно приблизиться к ней. Гигантский черный лев издал низкий рык и поднял голову, чтобы выпустить из пасти черное огненное облако, удерживая кольца света на расстоянии. Тем временем госпожа Ваньхуа наложила заклинательную печать на короткий меч, и он полетел в пасть черного льва полосой черного света. Затем на ее лице появилась холодная улыбка, когда она быстро щелкнула цепочкой заклинательных печатей в воздухе, и черное пламя вокруг тела льва резко раздулось, когда он открыл пасть, чтобы выпустить вспышку черного света. Черный свет был ничем иным, как коротким мечом, но его поверхность теперь была пронизана странными огненными узорами духа. Короткий меч пронзил огненное облако в виде полосы света длиной более 100 футов, а затем пронесся прямо мимо колец света. Раздалось несколько глухих ударов, и все кольца света были разрезаны на части, прежде чем распасться на пятнышки духовного света. Вместо того, чтобы встревожиться, увидев это, в глазах Ся Амина мелькнул намек на восторг. «Впечатляет. Это, должно быть, твое фирменное сокровище меч Целинь, убивающий дьявола». Как и ожидалось, это действительно грозное оружие, даже мои кольца Маунтай не смогли противостоять ему. Тем не менее, я собираюсь использовать часть своей истинной силы в этой последней атаке, так что будьте осторожны, товарищ Даос. Затем он внезапно яростно ударил ладонью по своему дантянью. Раздался глухой удар, когда бесчисленные полосы малиновой ци вырвались из его тела, мгновенно образовав плотное облако тумана, которое полностью затопило его.
Сердце госпожи Ван Хуа слегка дрогнуло, когда она увидела это, и на ее лице появилось серьезное выражение, когда она ввела еще больше энергии в свою проекцию черного льва, еще больше укрепив его ауру и увеличив ее размер примерно на треть. Внезапно из темно-красного тумана раздался резкий визг, за которым последовал звук тяжелых шагов, как будто какое-то гигантское существо собиралось появиться. Затем туман полностью расступился, открыв взору горную жабу. Жаба была более 1000 футов ростом с блестящим малиновым телом, и на ее спине было несколько выпуклостей размером с голову. На его голове также было 9 мерцающих золотых демонических глаз, которые вспыхивали тревожным светом. Это девятиглазая кровавая жаба. «Я не думала, что ты действительно очистишь истинную кровь этого истинного духовного существа», воскликнула госпожа Ван Хуа, и выражение ее лица значительно потемнело. Выражение лица Даоса Цинпина также слегка изменилось, когда он услышал это. Напротив, глаза Хань Ли внезапно загорелись, и на его лице появился намек на улыбку. Он, естественно, слышал о девятиглазой кровавой жабе, и часть ее настоящей крови даже иногда продавалась на больших аукционах. Однако, в отличие от крови других истинных духовных существ, которая всегда привлекала яростные торги со стороны высокосортных существ, эта кровь редко была востребована, и были даже случаи, когда она оставалась непроданной. Это было потому, что кровь девятиглазой кровавой жабы была чрезвычайно ядовитой, и даже большинство существ в стадии Великого Вознесения не смогли бы справиться с ответной реакцией от яда в крови во время процесса очищения. Что же касается существ с более низкими основаниями культивирования, то они мгновенно погибнут при малейшем контакте с этой истинной кровью. Таким образом, с таким большим количеством других типов истинной духовной крови на выбор, естественно, было очень мало существ в великой стадии Вознесения, заинтересованных в крови этого существа. Таким образом, было очень примечательно, что этот Сяомин осмелился пойти на такой риск и действительно преуспел в очищении этой истинной крови. Это первый раз, когда я использую эту форму в бою, так что ты будешь первым, кто испытает ее силу, товарищ Даос Ван Хуа, раздался холодный голос Сяомина, после чего гигантская жаба внезапно открыла рот, прежде чем что-то выстрелило с невероятной скоростью. Госпожа Ван Хуа тут же издала приглушенный стон и сильно вздрогнула, прежде чем отступить на несколько шагов, по-видимому, только что пораженная каким-то мощным предметом. Примерно в 10 футах перед ней находился шар золотистой плоти размером с голову, злобно ударяющий по ярко-зеленому деревянному щиту. За этим шаром плоти был багровый столб плоти, который был толщиной с человеческое запястье без бесчисленных выпуклых вен на его поверхности. Это был язык девятиглазой кровавой жабы, и он поразил госпожу Ван Хуа еще до того, как она успела его увидеть. Если бы не тот факт, что она вызвала деревянный щит в качестве профилактической меры, она, скорее всего, не смогла бы противостоять этой атаке. Даже при нынешнем положении дел она явно была вынуждена встать на заднюю ногу. Госпожа Ван Хуа издала яростный крик, когда гигантский черный лев позади нее открыл пасть, чтобы выпустить полосу черного света, которая устремилась прямо к языку жабы. Однако именно в этот момент толстый жабий язык внезапно исчез на месте. В то же самое время девятиглазая кровавая жаба, находившаяся в нескольких тысячах футов от него, внезапно вскочила на задние лапы и тоже растворилась в воздухе. Госпожа Вань Хуа была опытным бойцом на этом этапе своего пути совершенствования, и она сразу же поняла, что попала в беду. Выражение ее лица резко изменилось, когда она повернулась, чтобы убежать, но было уже слишком поздно. Внезапно наверху раздался громкий грохочущий гул, и девятиглазая кровавая жаба внезапно появилась над ней. Как только он появился, он протянул массивную ладонь, вызывая малиновый ореол диаметром около 100 футов, который злобно обрушился сверху. Еще до того, как ореол полностью опустился, пространство вокруг госпожи Ван Хуа сжалось, и она почувствовала, как ее собственное тело стало чрезвычайно тяжелым, после чего раздались бесчисленные грохочущие удары. Глава 2349. Формирование. Госпожа Вань Хуа была очень встревожена, увидев это, и она немедленно подняла голову, прежде чем открыть рот, чтобы выпустить огромную землисто-желтую печать. В то же самое время гигантский черный лев позади нее поднял одну из своих лап, прежде чем взмахнуть когтями вверх с резким рвущимся звуком. 5 массивных когтистых выступов были выпущены, но как только они соприкоснулись с алым ореолом, они были мгновенно отброшены с глухим стуком. Что касается гигантской печати, то она была поражена страшной силой, высвобождаемой ореолом, в результате чего она вышла из-под контроля, когда начала бесцельно вращаться в воздухе. Что же касается самого алого ореола, то он ни на секунду не остановился, продолжая спускаться к госпоже Ван Хуа. Лицо госпожи Ван Хуа потемнело еще больше, когда она увидела это, и она внезапно издала несколько странных звуков, после чего черный лев позади нее немедленно выпустил черный огненный шар среди яростного рева. Как только огненный шар появился, он раздулся до размера, который был не меньше, чем малиновый ореол, прежде чем устремиться к нему.
Раздался грохочущий гул, когда огненный шар превратился в облако обжигающего пламени, которое разлетелось во все стороны, высвобождая такую невероятную силу, что даже малиновый ореол начал беспорядочно вспыхивать. Однако именно в этот момент девятиглазая кровавая жаба наверху открыла рот, чтобы выпустить шар алой ци, который мгновенно исчез в ореоле. В следующее мгновение раздался громкий жужжащий звук, и ореол слегка задрожал, прежде чем восстановиться от нового притока энергии, на котором он продолжал насильственно спускаться через огненное облако. Гигантский черный лев также выпускал черное пламя из своей пасти, чтобы поддержать огненное облако, но алый ореол был явно не тем, чему он мог противостоять. Госпожа Ваньхуа была очень встревожена, увидев это, и по мере того, как нимб становился все ближе и ближе, она начала подумывать о том, чтобы использовать свои козыри. Однако именно в этот момент багровый ореол внезапно исчез на месте. «Спасибо за битву», — спокойно произнесла девятиглазая кровавая жаба, а затем вернулась в свою человеческую форму среди всплеска багрового тумана. «Твои силы очень велики, брат Сяо, я признаю этот брак», — сказала госпожа Ванхуа в негодующей манере, убирая огненное облако и проекцию черного льва с мрачным выражением лица. «Я смог перехватить инициативу только благодаря своему превращению в девятиглазую кровавую жабу. Возможно, я не обязательно смогу победить тебя в битве не на жизнь, а на смерть. Теперь твоя очередь, товарищ Даосист Хань. Я с нетерпением жду возможности увидеть твои способности с другого континента», — сказал Сяомин. Затем он вылетел из светового барьера в виде шара малинового света, прежде чем опуститься рядом с Хань Ли. «Не хотите ли сначала отдохнуть, товарищ Даос Ванхуа? Как насчет того, чтобы я сначала спринговал с коллегой Даосом Цин Пином?» — спросил Хань Ли со слабой улыбкой. «В этом нет необходимости. Я не потратила много магической силы во время этого столкновения, поэтому я готова встретиться с вами прямо сейчас», — ответила госпожа Ванхуа холодным голосом, прежде чем Даос Цин Мин смог ответить. Даос Цин Мин лишь слегка улыбнулся в тишине. Хань Ли слегка нахмурил брови, увидев это, но все же согласился. Он сделал ручную печать, и его тело расплылось, прежде чем исчезнуть на месте, а затем снова появилось внутри светового барьера среди всплеска пространственных колебаний. «Я буду развязывать только одну атаку, так что я не буду сильно сдерживаться здесь», — предупредил Хань Ли в невыразительной манере. Я прекрасно это знаю», — огрызнулась госпожа Ванхуа в ответ, после чего гигантский черный лев снова появился позади нее среди вспышки черного света, и это казалось еще более угрожающим, чем раньше. Было ясно, что она была очень взбешена своим поражением в предыдущем спарринге и что она намеревалась восстановить некоторое достоинство, победив Хань Ли. Глаза Хань Ли слегка сузились, когда он увидел это, и он глубоко вздохнул, прежде чем сделать шаг вперед. Раздался глухой удар, как будто он сделал невероятно тяжелый шаг, и в тот момент, когда его нога приземлилась на землю, оглушительный грохот прогремел по всей арене. Сердце госпожи Ванхуа слегка дрогнуло при виде этого, и затем она была встречена видом бесчисленных серебряных узоров духа, появляющихся по всему телу Хань Ли. В то же время он резко увеличился в размерах, в то время как слой золотой чешуи всплыл на его коже среди вспышки яркого золотого света. В мгновение эка он превратился в дьявольское существо с золотой чешуей и единственным рогом на голове. Выражение лица даосиста Цин Мина резко изменилось, когда он услышал это, и он поспешно предупредил: это истинное дьявольское телосложение, которое может быть достигнуто только путем культивирования дьявольских искусств до крайности. Будьте начеку, товарищ Даос Ванхуа. Было невозможно разглядеть выражение лица Сяомина из-за его маски, но в его глазах также был явный намек на удивление. Госпожа Ваньхуа слегка запнулась, услышав это, и на ее лице появилось мрачное выражение, когда она почувствовала страшную ауру, которую выпускал Хань Ли. Она немедленно взмахнула обоими рукавами в воздухе, чтобы выпустить бесчисленные черные летающие иглы, все из которых вращались в воздухе, прежде чем сформировать диаграмму формирования, которая выпускала всплески черной ци. Эта схема формирования летающей иглы была ее козырной картой, и она образовывала защитный барьер вокруг нее со всех сторон. Это образование состояло из 360 черных кровавых игл, которые ей потребовалось несколько столетий, чтобы усовершенствовать, используя метод очищения, на который она наткнулась в наборе древних руин. Она никогда не была побеждена в битве против другого великого существа стадии Вознесения, когда использовала эту схему формирования, и даже если она не могла победить врага, схема формирования всегда гарантировала, что она не проиграет. Тот факт, что она вызвала эту схему формирования без каких-либо колебаний, был ясным свидетельством того, насколько она опасалась истинного дьявольского телосложения Хань Ли. Истинное дьявольское телосложение. Услышав это, Хань Ли внутренне усмехнулся. На самом деле это была не полная форма его происхождения истинного дьявольского телосложения. Он действительно имел очень похожий внешний вид на истинное дьявольское телосложение, которое можно было достичь с помощью нескольких видов редких дьявольских искусств, но разница в силе была ночью и днем.
Если отбросить тот факт, что физическое тело Хань Ли уже было сравнимо по силе со средним истинным духовным существом, даже без развязывания его 12 пробуждающих трансформаций, этого неполного происхождения истинного дьявольского телосложения было бы более чем достаточно, чтобы сокрушить нормальных существ в стадии Великого Вознесения. Имея это в виду, Хань Ли сделал несколько шагов вперед, чтобы добраться до схемы формирования, а затем медленно протянул к центру формирования массивную чешуйчатую руку. Его пальцы внезапно исчезли в пространстве перед ним в мгновение ока, после чего мерцающая золотая рука, которая была в несколько раз больше, чем раньше, вновь появилась над формацией среди вспышки яростных колебаний. Это было так, как если бы массивная рука прорвалась сквозь пространство, и ее пальцы раздвинулись, когда она спустилась к диаграмме формирования с разрушительной аурой. Мрачный взгляд на лице госпожи Ван Хуа стал еще более выраженным, когда она увидела это, но она не колебалась ни в малейшей степени, когда она сделала печать рукой, на которой вся черная ци в схеме формирования поднялась в воздух, как бесчисленные полосы черного света. Каждая полоска черного света была образована иглой, и их кончики выглядели чрезвычайно острыми и смертоносными. Однако гигантская золотая пальма не собиралась уклоняться и продолжала спускаться сверху. Таким образом, все полосы черного света ударили по золотой руке, как проливной шторм. Раздалась цепочка резких звуков, и бесчисленные шары черного света вспыхнули над поверхностью гигантской золотой руки, после чего все черные иглы были отброшены, в то время как золотая ладонь осталась совершенно невредимой. Госпожа Ван Хуа не слишком удивилась, увидев это, и глубоко вздохнула, прежде чем сделать ручную печать, на которой она вдруг начала вращаться на месте, как волчок. Бесчисленные печати заклинаний разных цветов в бешенстве вырвались из ее тела, а затем бесследно исчезли в диаграмме формирования. Черная ци яростно вспыхнула во всем строю, и около дюжины черных цепей внезапно выстрелили вперед, прежде чем мгновенно крепко обвиться вокруг гигантской золотой руки наверху. Сразу же после этого раздался слабый жужжащий звук, и бесчисленные черные руны вырвались из цепей, прежде чем прилипнуть к массивной ладони. «Тюлень!» — закричала госпожа Вань Хуа с торжествующим выражением лица, когда она, наконец, прекратила свое вращение. Черные руны сразу же начали ярко светиться, продолжая непрерывно писать, по-видимому, готовясь полностью запечатать гигантскую руку. Однако именно в этот момент Хань Ли произнес слово «разбить», и бесчисленные дуги золотых молний внезапно выскочили из черных рун, разбив все руны, чтобы освободить массивную золотую руку. В тот момент, когда золотая ладонь была освобождена, она перевернулась, чтобы схватить все золотые цепи, а затем с легкостью раздавила их в порошок среди череды глухих ударов. Гигантская золотая рука затем расплылась, прежде чем внезапно появилась не более чем в нескольких десятках футов от схемы формирования, а затем обрушилась с разрушительной силой. Диаграмма черной формации начала издавать резкий визгливый звук, как будто на нее оказывалось огромное давление, и черная ци внутри нее немедленно поднялась вверх, образуя черный световой барьер над всей формацией. Раздался оглушительный грохот, когда гигантская золотая ладонь ударилась о барьер черного света, в результате чего вспыхнул сверкающий черный и золотой свет, который заставил даже Сяомина и Даосскую Цин Пин слегка прищуриться. Как только свет померк и они снова открыли глаза, они обнаружили, что черный световой барьер был полностью разрушен, в то время как горная золотая пальма остановилась прямо над головой госпожи Ван Хуа. Глава 2350. Дворец Небесного Котла. Госпожа Ван Хуа была бледна, как полотно, и стояла, как вкопанная. Мало того, что вся схема формирования была полностью разрушена гигантской золотой рукой, даже массивный черный лев позади нее свернулся в клубок, будучи полностью обездвиженным огромной силой, давящей сверху. Она уже вызвала несколько защитных сокровищ, чтобы защитить себя, но, судя по устрашающей силе, проявленной гигантской ладонью, она знала, что эти сокровища вообще ничего не смогут сделать. Она была вынуждена использовать все свои козыри, но все же была раздавлена всего одной ладонью своего противника. Это был очень тяжелый психологический удар для такой гордой женщины, как она. «Спасибо за битву», — сказал Хань Ли, прежде чем убрать руку. В то же самое время гигантская золотая пальма над госпожой Ван Хуа также исчезла в мгновение ока. Не успела она опомниться, как оказалась по другую сторону светового барьера, возвращаясь к зрительским трибунам с деревянным выражением лица. Даос Цин Пин и Сяо Мин обменялись взглядами, и оба они могли видеть свое собственное удивление, отраженное в глазах друг друга. Хань Ли повернулся к Даосу Цин Пину из-за светового барьера и сказал: «Теперь твоя очередь, товарищ Даос Цин Пин». Даос Цин Пин сразу же пришел в себя, услышав это, и он поспешно замахал руками с кривой улыбкой, когда ответил: «Я не ровня тебе, товарищ Даос. Мне нет нужды испытывать себя против вас, я признаю». Он принял очень мудрое решение и пропустил матч. Хань Ли не слишком удивился, услышав это, и не стал настаивать. Он просто кивнул в ответ, прежде чем убрать свое происхождение истинного дьявольского телосложения, а затем также вышел из светового барьера. «Твои силы намного превосходят те, что я когда-либо видел, товарищ даосист Хань».
Это напомнило мне. Ты тот самый Даос Хань Ли с континента Тянь-Юань, который вошел в царство старшего дьявола и убил королеву стебареров? Спросила Сяомин. Эти слухи рисуют меня в слишком лестном свете, но я действительно Ханьли, ответил Ханьли. Ха-ха, так это действительно ты. Неудивительно, что твои силы так велики. Похоже, в мой город прибыл по-настоящему уважаемый гость. Вы должны остаться в городе на некоторое время, чтобы мы могли обменяться некоторыми идеями и идеями, сказал Сяомин с восторженной улыбкой, полностью игнорируя двух других присутствующих существ великой стадии Вознесения. Хань Ли также был весьма заинтересован в искусстве культивирования кровавого да секты Кровавой Кости, поэтому он улыбнулся и ответил: «Я, конечно, не могу отклонить такое искреннее приглашение». «Отлично. Госпожа Ван Хуа, товарищ Даос Цинпин, давайте вместе отправимся в мою пещерную обитель», взволнованно сказал Сяомин. Даосист Цинпин и госпожа Ван Хуа обменялись слегка нерешительными взглядами, прежде чем первая ответила: «Мы все равно пришли сюда, чтобы увидеть вас, так что мы посетили бы вас даже без приглашения. Пожалуйста, веди нас и прости за вторжение, брат Ся. Я уже приказал своим слугам приготовить пир в моей пещерной обители, который, я уверен, вас всех устроит. Пожалуйста, следуйте за мной, товарищи даосы», сказал Сяомин с улыбкой. Таким образом, группа покинула арену в виде 4 полос света, летящих к гигантскому дворцу, расположенному в центре города Кровавого Журавля. Примерно через день Хань Ли вылетел из дворца, как раз когда наступила ночь. Затем ему потребовалось около часа, чтобы добраться до гостиницы на Уединенной улице, прежде чем он вошел во двор, который уже был арендован. Патриарх Хуаши и Чжу Гаэр почтительно стояли у входа во двор и сразу же отвесили глубокие поклоны при появлении Хань Ли. Хань Ли пренебрежительно махнул рукой в их сторону, прежде чем троица вместе зашагала во двор, после чего ворота захлопнулись во вспышке белого света. Тем временем Сяомин, госпожа Вань Хуа и Даос Цин Пин сидели за белым нефритовым столом во дворце, и, казалось, происходил спор. Невозможно было разглядеть выражение лица Сяомина из-за его маски, но и Даос Цин Пин, и госпожа Ван Хуа носили холодные выражения, которые даже смешивались с намеком на гнев. «Это уже слишком, товарищ Даос Ся. Ты планируешь забрать 90% добычи из Дворца Небесного Котла и оставить нам только 10? Неужели вы совсем не уважаете нас?» Закричала госпожа Ван Хуа. «Если вы двое также владеете ключом от Дворца Небесного Котла и знаете его приблизительное местоположение до его открытия, то вы также будете иметь право предложить такие условия», спокойно ответил Сяомин. «Мы, естественно, знаем, что вы обладаете этими вещами. В противном случае мы не пришли бы искать вас до того, как вошли в горный хребет Мириад Лун. Однако, как бы вы на это ни смотрели, 10% — это слишком мало», сказал Даос Цинпин, плотно нахмурив брови. Сяомин не поддавался на уговоры. «Как ты думаешь, что это за место-дворец Небесного Котла? Без моего ключа ты не сможешь попасть во дворец, даже если узнаешь его местоположение заранее. Мне пришлось потратить чрезвычайно высокую цену, чтобы получить этот ключ, и я уже очень щедр, предлагая вам двоим 10% сокровищ. Есть несколько ключей, чтобы войти во дворец Небесного Котла. У тебя есть только один ключ, и мы до сих пор не знаем, настоящий он или нет. В последний раз, когда появился дворец Небесного Котла, было создано много копий ключей. Эти дубликаты ключей не могли позволить кому-то безопасно войти во дворец, но они, безусловно, могут уведомить кого-то о времени открытия и приблизительном местоположении дворца, так что мы можем попытаться войти во дворец сами, пока мы готовы рискнуть», сказала госпожа Ван Хуа холодным голосом. Реплики ключей. Я слышал о таких вещах, но могу заверить вас, что у меня определенно есть подлинный ключ. В противном случае я бы не осмелился предложить эти условия, уверенно ответил Сяомин. Я вижу, что вы очень уверены в себе, поэтому поверю вам на слово, но с таким количеством копий ключей в наличии, скорее всего, будет много других великих существ в стадии Вознесения, которые попытают счастье войти во дворец Небесного Котла. В конце концов, это пещерная обитель, оставленная Даосом Тяньдином, который перенес самые большие небесные невзгоды миллион лет назад и даже смог успешно подняться в конце концов. Кто знает, сколько сокровищ и пилюль, которые будут нам чрезвычайно полезны, можно найти во дворце. По крайней мере, искусство культивирования и секретные техники, оставленные во дворце, расскажут нам, как Даос Тяньдин смог превзойти все свои главные небесные невзгоды, и уже одно это было бы чрезвычайно заманчиво для всех могущественных существ нашего калибра. Даже если вам удастся проникнуть во дворец, как вы думаете, сможете ли вы получить все сокровища там и благополучно уйти без нашей помощи? Вы не боитесь, что мы будем сотрудничать с кем-то еще, у кого есть ключ, и конкурировать с вами за эти сокровища? Сказал Даос Цинпин, слегка прищурившись. Ты угрожаешь мне, товарищ Даос Цинпин? Голос Сяомина сразу же остыл, услышав это. Это не угроза, это просто правда. Тот факт, что мы пришли сюда, свидетельствует о нашей искренности сотрудничать с вами.
Кроме того, если вы не будете сотрудничать с нами, к кому еще вы обратитесь? Этот парень Даос Хань с континента Тянь-Юань чрезвычайно силен. Почему ты не пригласил его войти с тобой во дворец Небесного Котла? Может быть, даже ты опасаешься его силы?» Спокойно спросил Даос Цин Пин. «Верно, я действительно опасаюсь его. Я не уверен в своей способности подавить его, поэтому не стал рассказывать ему о дворце Небесного Котла. Однако вы не убедите меня пойти на уступку только с этим пунктом», без колебаний ответил Сяомин. Услышав это, Даос Цин Пин слегка помрачнел. Товарищ даосист Цин Пин, видя, что товарищ даосист Сяо так упрям, почему бы нам не сказать ему? Я уверена, что он будет готов пойти на уступку, как только услышит то, что мы должны сказать, внезапно сказала госпожа Ван Хуа холодным голосом. Сяомин слегка запнулся, услышав это, прежде чем спросить: «Что ты хочешь мне сказать?» Таинственный взгляд появился в глазах госпожи Ван Хуа, когда она спросила: «Вы знаете истинное происхождение товарища даосиста Цин Пина?» Услышав это, Сяомин повернулся к даосу Цин Пиню с озадаченным видом. По правде говоря, мое истинное наследство исходит от... Даос Цин Пин молча закончил свою фразу через голосовую передачу. Глаза Сяомина сразу же загорелись восторгом, услышав то, что он должен был сказать. В чрезвычайно глубоком каньоне в мириадах лунных гор кровавая душа стояла на гигантской кукле черного сокола, пристально глядя на вспышку слабого белого света, появившуюся на каменном лице. В белом свете было несколько необычных рун, которые постоянно трансформировались, по-видимому, передавая таинственное послание. Дворец Небесного Котла внезапно пробормотала кровавая душа, и множество запечатанных воспоминаний нахлынуло на нее. Тем временем Хань Ли сидел на деревянном стуле в арендованном дворе, внимательно осматривая миниатюрный котел, который был всего в несколько дюймов высотой, парящий над его рукой. Котел был бледно-голубого цвета и выглядел устарелым. Его поверхность была испещрена резными изображениями всевозможных существ, и они непрерывно вспыхивали духовным светом, как будто вот-вот оживут. Хань Ли поглаживал свой подбородок, оценивая миниатюрный котел с задумчивым выражением лица. В темном и уединенном месте среди мириадов лунных гор внезапно раздался слабый вздох. Дворец наконец-то снова откроется. После стольких лет, проведенных здесь в ловушке, я наконец смогу уйти.